Немногие образцы вооружения служат так долго, как гаубица Б-4, построенная еще в 30-х годах прошлого века. На протяжении десятилетий это орудие оставалось основой советской артиллерии большой и особой мощности. Эффективность гаубицы оценили не только советские артиллеристы, но и те, на чьи головы она посылала свои снаряды. Германские эксперты в области артиллерии назвали ее одним из самых удачных образцов орудий большой мощности, а финские солдаты, чьи укрепления не выдержали огня гаубицы Б-4, назвали их сталинскими кувалдами. История создания этого легендарного орудия началась в далеком 1926 году, когда 11 декабря на заседании артиллерийского комитета ГАУ Красной Армии было принято решение в течение 3 лет разработать проект гаубицы большой досягаемости. Разработка орудия была начата КБ Арткома ГАУ в 1927 году в соответствии с решением Реввоенсовета СССР о перевооружении артиллерии большой и особой мощности на новую отечественную материальную часть. Поначалу работу по ее созданию возглавлял знаменитый русский конструктор артиллерийских орудий Франц Францевич Лендер. А после его смерти в сентябре 1927 года к работе были подключены конструкторы серийных заводов. Рабочие чертежи качающейся части гаубицы были разработаны КБ Арткома, а рабочие чертежи станка лафета с гусеницами КБ Ленинградского завода «Большевик». Первый опытный образец гаубицы Б-4 был изготовлен на заводе «Большевик» в начале 1931 года. В июле 1931 года на испытательном полигоне были проведены испытания с целью подбора зарядов к стрельбе. Уже в 1932 году провели модернизацию гаубицы Б-4, позволившую улучшить ее баллистику. На тот же лафет был наложен более длинный и прочный ствол. После долгих полигонных и войсковых испытаний в 1933 году гаубица была принята на вооружение Красной Армии под обозначением 203 миллиметровая гаубица образца 1931 года. Гаубица предназначалась для разрушения особо прочных бетонных и железобетонных сооружений, для борьбы с крупнокалиберной или укрытой прочными сооружениями артиллерии противника и для подавления дальних целей. Особенностью гаубицы Б-4 являлся лафет с гусеничным ходом. Удачная конструкция этого лафета, обеспечивавшего гаубице достаточно высокую проходимость и допускавшего ведение стрельбы с грунта без использования специальных платформ, стала унифицированной для целого семейства орудий большой мощности. Использование этого унифицированного лафета позволило также ускорить разработку и внедрение в производство новых орудий большой мощности. Верхний станок лафета представлял собой клепанную стальную конструкцию. Штыревым гнездом верхний станок надевался на боевой штырь нижнего станка и поворачивался на нем при действии поворотным механизмом. Обеспечивавшийся при этом сектор обстрела был невелик и составлял всего 4 градуса. Для наведения орудия в горизонтальной плоскости на больший угол необходимо было повернуть в нужную сторону все орудие. Подъемный механизм имел один зубчатый сектор, прикрепленный к люльке. С его помощью орудие можно было наводить в вертикальной плоскости в диапазоне углов от 0 до 60 градусов. Ну и также никогда не подписывайтесь на мой Бусти, так как вас может шокировать контент, который я там выкладываю. Ладно, продолжаем. Для транспортировки гаубица разбиралась на 2 части: ствол, снятый с лафета и уложенный на специальную повозку, и соединенный с передком гусеничный лафет, лафетную повозку. На короткие расстояния гаубицу допускалось транспортировать и в неразобранном виде. Этот способ транспортировки иногда использовался в ходе боевых действий для выдвижения гаубиц для стрельбы прямой наводкой по железобетонным оборонительным сооружениям противника. Стрельба из гаубицы велась бетонобойными и фугасными снарядами весом по 100 кг каждый. В число снарядов входили и те, которые Британия поставляла России еще во время Первой мировой войны. Бетонобойный снаряд пробивал бетонное перекрытие толщиной до 1 метра. Для облегчения заряжания гаубицы на лафете был смонтирован подъемник с ручным приводом. В качестве легкого щитового прикрытия использовались спинки сидений, установленных на лафете по обе стороны ствола. Гаубица Б-4 образца 1931 года в течение длительного времени находилась в производстве на серийных заводах.
Согласно утвержденному в августе 1939 года плану в составе Красной армии предусматривалось наличие 17 полков по 36 гаубиц калибра 203 мм с численностью личного состава в каждом 1374 человека. Для покрытия потребностей военного времени планировалось произвести еще 500 гаубиц. Крупнокалиберная гаубица Б-4 впервые продемонстрировала свою мощь во время Советско-финской войны. Тогда Красной армии пришлось преодолевать сильно укрепленные позиции финнов на Карельском перешейке. В нарушение всех уставов и наставлений гаубицы выдвигались на прямую наводку и почти в упор расстреливали финские укрепления. Разрывы снарядов на куполах дотов приводили к тому, что у обороняющихся лопались барабанные перепонки, шла носом кровь. Многие не выдерживали страха и паники и сходили с ума. Финны прозвали гаубицы Б-4 сталинскими кувалдами и боялись их как огня. Случалось, что, узнав о том, что к их участку обороны русские подвезли эти страшные пушки, гарнизоны дотов в панике покидали их. Иногда даже мощные снаряды не могли пробить толстый железобетон финских укреплений, но от сотрясения, вызванного разрывом мощного снаряда, стенки дотов шли трещинами. А после десятка другого прямых попаданий вместо финского укрепления над землей возвышалась причудливая композиция из обломков бетона и перепутанной стальной арматуры. Такие фигуры красноармейцы называли карельскими монументами, а артиллеристов, обслуживающих гаубицы Б-4, карельскими скульпторами. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. После начала Великой Отечественной войны артиллерийские полки, вооруженные гаубицами Б-4, были спешно отведены в тыл и вступили в боевые действия лишь в конце 1942 года, когда стратегическая инициатива начала постепенно переходить в руки Красной армии. Б-4 оправдала все возлагавшиеся на нее надежды. Она успешно использовалась как при прорыве укрепленных полос, так и при штурме крепостей и в уличных боях в больших городах. С ее помощью были разбиты неприступные крепости в Кёнигсберге, Познане, Бреслау. Артиллеристы, вспомнив опыт использования этих орудий во время Советско-финской войны, во время штурма Берлина весной 1945 года выкатывали гаубицы Б-4 на прямую наводку и разбивали ее тяжелыми снарядами долговременные укрепления столицы Третьего рейха. В ходе ожесточенных боев 1941 года несколько гаубиц Б-4 были захвачены немцами. Часть из них поступила на вооружение германской армии. К марту 1944 года на Восточном фронте у немцев имелось 8 таких гаубиц, выстрелы к которым комплектовались из захваченных советских бетонобойных снарядов Г-620 и немецких зарядов. Помимо Восточного фронта, трофейные советские гаубицы применялись немцами на Западном фронте и в Италии. При всех своих достоинствах у гаубицы Б-4 был один недостаток. Скорость ее перевозки по шоссе была очень невелика. Поэтому еще во время войны конструкторы начали разработку проекта нового колесного лафета для гаубицы Б-4. Проект был выполнен в инициативном порядке в ОКБ-221 на Сталинградском заводе «Баррикады». С 1947 по 1954 год заводом «Баррикады» выполнялся ремонт всего парка гаубиц, находившихся на вооружении советской армии. К тому времени для гаубицы Б-4 и Б-4М был разработан снаряд с ядерным зарядом. Он весил 150 кг и мог быть выпущен в цель на дальность 18 км. Этот снаряд до сих пор находится на вооружении российской армии. Вот такое интересное сообщение промелькнуло в прессе в конце 2015 года. На вооружение украинской армии поступила батарея гаубиц Б-4 образца 1931 года. Об этом рассказал боец 28-й отдельной механизированной бригады. На вооружение бригады поступила батарея мини-пионов, пушка Б-4 образца 1931 года, так называемая «Сталинская кувалда». Как известно, украинские войска в зоне АТО ранее снабжались пулеметами «Максим», в том числе такими, которые были выпущены в 1912 году. Также в армии использовались противотанковые ружья, применявшиеся в годы Второй мировой войны.
Многие орудия уходят в историю, но некоторые становятся легендой. Гаубица Б-4 прошла через самые тяжелые войны XX века, ломала бетон и людей, вселяла страх в противника и уверенность в своих солдатах. И даже сегодня, спустя почти век после своего рождения, о ней продолжают говорить с трепетом и уважением. Это и есть настоящая вечность для оружия — оставаться в памяти людей. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. А есть ли у вас любимое артиллерийское орудие или другая военная машина, которой вы восхищаетесь? Напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой Бусти, канал в Макс и группу в ВК. Увидимся в новом видео.